Урок 1. Приключения в сфере недвижимости. Привет, Анна. Ты когда-нибудь покупала дом? Привет, Джон. Да, я на самом деле только что купил свой первый дом в прошлом году. Это было настоящее приключение. В самом деле, это потрясающе. Вы пользовались услугами агента по недвижимости или нашли его в онлайн-объявлении? На самом деле я нашла его в онлайн-объявлении. Я часами просматривал разные веб-сайты и рассматривал фотографии домов. Звучит захватывающе. Как вы узнали, какой дом вам подходит? Что ж, я составила список обязательных и приятных вещей. Затем я сузил список вариантов, исходя из своего бюджета и предпочтений в местоположении. Это разумный подход. Посещали ли вы дома лично, прежде чем принять решение? Да, определенно. Я назначила встречи с продавцами и посетила каждый дом, чтобы осмотреть пространство и посмотреть, соответствует ли оно моим ожиданиям. Могу себе представить, что это был непростой процесс. Возникли ли на этом пути какие-либо трудности? Определенно. Иногда дома выглядели совершенно иначе, чем на фотографиях. Важно было обратить внимание на детали. Понимаю, что это может быть сложно. Вы договаривались о цене с продавцом. Абсолютно. Я сделал предложение ниже запрашиваемой цены и вел переговоры с продавцом до тех пор, пока мы не достигли приемлемой для нас обоих цены. Это впечатляет. Получали ли вы помощь от профессионалов в процессе покупки? Да, я наняла жилищного инспектора, чтобы убедиться, что дом находится в хорошем состоянии и не имеет скрытых проблем. Это мудрое решение. Похоже, у вас было настоящее приключение при покупке дома. А это определенно было приключение. Но, в конце концов, оно того стоило. Обожаю свой новый дом. Рада это слышать. Похоже, в процессе вы многому научились. Абсолютно. Покупка дома– это серьезное решение, но при тщательном планировании и исследованиях это может быть полезным опытом. Я обязательно учту это, когда решу купить дом в будущем. Спасибо, что поделились своим опытом. Добро пожаловать! Если вам понадобится совет или у вас возникнут дополнительные вопросы, не стесняйтесь спрашивать. Я благодарна за это. Я обязательно свяжусь с вами, когда придет время. Еще раз спасибо. Урок 2. Дилемма места назначения. Привет, Анна. Ты уже решила, куда хочешь поехать в следующий отпуск? Привет, Джон. Я еще не решил. Я подумываю о том, чтобы где-то поблизости, например, на пляже. А как же ты? Я обожаю пляж. Но я также подумываю посетить большой город. Я не могу выбрать между ними. Что ж, поход на пляж может быть очень расслабляющим. Вы можете лежать на солнце, плавать в океане и наслаждаться прекрасными пейзажами. Звучит потрясающе. Мне действительно не помешало бы немного расслабиться. Но с другой стороны, знакомство с большим городом может быть очень увлекательным занятием.
Здесь всегда есть что посмотреть и чем заняться. Это правда. В большом городе вы можете посетить музеи, отправиться за покупками, попробовать блюда разных кухонь и окунуться в оживленную городскую жизнь. Да, варианты безграничны. Мне нравится идея попробовать разные кухни и погрузиться в местную культуру. Абсолютно. Попробовать новую еду – одна из лучших частей путешествия. Вы можете попробовать ароматы, которых вы никогда раньше не испытывали. Это так. Но, опять же, есть что-то успокаивающее в том, чтобы находиться на пляже, чувствовать песок между пальцами ног и слушать шум волн. Я полностью согласен. На пляже вы почувствуете себя спокойно и отвлечетесь от суеты. Это именно то, что мне сейчас нужно, спокойный побег. Возможно, пляж – идеальный выбор для меня. Похоже, это возможно. Кроме того, вы можете заняться водными видами спорта, такими как серфинг, сноркелинг или просто долгие прогулки вдоль берега. Звучит привлекательно. Я уже могу себе представить, как наслаждаюсь закатами и строю замки из песка. Прекрасное изображение. Но не забывайте об оживленной ночной жизни города и возможности познакомиться с новыми людьми и оставить незабываемые воспоминания. Вы правы. У обоих вариантов есть свои уникальные прелести. Возможно, мне стоит попробовать найти место, сочетающее в себе пляж и город. Отличная идея. Есть места, которые сочетают в себе лучшие из обоих миров. Днем можно отдохнуть на пляже, а ночью осмотреть городские достопримечательности. Похоже, это идеальный компромисс. Я обязательно рассмотрю эти места. Спасибо за предложение. Добро пожаловать! Надеюсь, вы найдете идеальное место, которое удовлетворит все ваши желания об отдыхе. Я благодарна за это. Я обязательно сообщу вам, куда я в итоге поеду. Возможно, ты тоже можешь присоединиться ко мне. Это было бы здорово. Я всегда готов к приключениям. Просто дайте мне знать, и я приеду. Спасибо. Буду держать вас в курсе. Вот вам и подберем идеальное место для отдыха. Урок 3. Бюджетное жилье. Привет, Анна. Я планирую поездку, и мне нужно найти отель в центре города. Есть ли у вас предложения по доступным, но удобным вариантам? Привет, Джон. Конечно, я могу помочь вам в этом. Цены могут варьироваться, но в центре города есть несколько недорогих отелей, которые вы, возможно, захотите рассмотреть. Это было бы здорово. Я хочу уложиться в свой бюджет без ущерба для комфорта или местоположения. Понимаю. Одним из вариантов может быть проверка туристических сайтов в интернете. Они часто предлагают скидки на отели в популярных районах. Неплохая идея. Я обязательно просмотрю эти веб-сайты и сравню цены. Есть ли у вас другие предложения? Другой вариант – остановиться в хостеле или гостевом доме. Обычно они более доступны по цене и при этом могут обеспечить комфортное проживание. Я слышала о хостелах, но не уверена, подходят ли они мне. Они безопасны и чисты.
Да, во многих хостелах есть отдельные комнаты, поэтому у вас все еще может быть свое место. И большинство хостелов отдают предпочтение чистоте и безопасности. Это приятно знать. В качестве альтернативы я учту это. Какие-нибудь другие советы по поиску доступного жилья? Еще один совет. Остановитесь немного за пределами центра города. Отели на окраинах часто дешевле, и вы все равно можете легко добраться до основных достопримечательностей на общественном транспорте. Это умная идея. Это помогло бы мне сэкономить деньги, сохранив при этом удобное расположение. Я тоже этим займусь. Отлично! Я рада, что смогла помочь. Не забудьте прочитать отзывы и проверить удобства, предлагаемые в рассматриваемых вами отелях. Таким образом, вы сможете принять взвешенное решение. Совершенно верно. Я обязательно почитаю отзывы и проверю, есть ли для меня важные удобства, такие как бесплатный Wi-Fi или завтрак. Мудрый выбор. Проведя тщательное исследование, вы сможете найти отель, который идеально соответствует вашим потребностям и вашему бюджету. Спасибо за все предложения. Теперь я с большей уверенностью могу найти недорогой отель, расположенный в центре города. Урок 4. Список покупок и разделение заданий. Привет, Анна. Думаю, пришло время заняться покупками продуктов. Отлично. Давайте подготовим список покупок и затем разделим задачи. Привет, Джон. Похоже на план. Мы можем начать с составления списка всех необходимых нам вещей. У вас есть ручка и бумага. У меня есть ручка, но мне нужно найти бумагу. А пока почему бы вам не начать мозговой штурм, какие предметы нам следует включить? Конечно. Давайте начнем с основных вещей, таких как фрукты, овощи, молочные продукты и мясо. Мы также можем добавить основные продукты питания, такие как рис, макароны и консервы. Отличная идея. Мы также должны включить чистящие средства, туалетные принадлежности и любые другие предметы домашнего обихода, которые могут нам понадобиться. Совершенно верно. И не забывайте о закусках и напитках, таких как чипсы, печенье и напитки, когда мы хотим расслабиться. Правильно. Давайте позаботимся о том, чтобы мы покрыли все наши блюда, включая завтрак, обед и ужин. Мы можем добавить хлопья, хлеб, яйца и другие предметы первой необходимости для завтрака. Это хорошее замечание. Мы также должны учитывать любые особые диетические потребности или предпочтения, которые у нас есть, чтобы мы могли включить подходящие варианты. Определенно. Как только список будет готов, мы сможем разделить задачи. Как насчет того, чтобы заняться продуктовыми и молочными отделами? Звучит неплохо. Я позабочусь о выборе свежих фруктов, овощей и молочных продуктов. А почему бы вам не заняться мясом и кладовыми вещами? Конечно, я могу это сделать. Я обязательно выберу мясо хорошего качества и запасусь предметами первой необходимости, такими как рис, макароны и консервы. Идеальный. Нам также нужно подумать о непродовольственных товарах. Как насчет того, чтобы позаботиться о чистящих средствах и туалетных принадлежностях? Для меня это работает. И я возьмусь за любые другие предметы домашнего обихода, которые нам понадобятся, например, лампочки или батарейки. Похоже на план. Как только мы закончим делать покупки, мы сможем встретиться и, соответственно, разделить счет. Совершенно верно.
Мы сохраним квитанции и разделим общую сумму расходов между собой. Таким образом, все будет честно и прозрачно. Согласовано. Важно отслеживать наши расходы и следить за тем, чтобы мы оба вносили равный вклад. Именно так. Все дело в командной работе и сотрудничестве. Мы можем поддержать друг друга и сделать процесс покупок более эффективным. Определенно. Когда мы работаем вместе, всегда веселее и продуктивнее. Давайте начнем с этого списка покупок. Совершенно верно. Пойду найду бумагу, и мы начнем записывать нужные нам вещи. Это будет успешное путешествие по магазинам. Я в восторге. Давайте постараемся учесть все, что есть в нашем списке, и насладимся процессом. Счастливых покупок, партнер! Спасибо. Я ценю ваш энтузиазм. Давайте сделаем этот шопинг продуктивным и приятным. Вот вам и хорошо подготовленный список покупок. Урок 5. Советы и рекомендации по покупкам. Привет, Анна. Сегодня я планирую пойти за покупками. В моем списке есть несколько товаров, но я открыт для предложений. Конечно, я тоже буду следить за ними. Привет, Джон. Это здорово. Покупки могут доставлять удовольствие, особенно когда вы открываете для себя новинки. Дайте мне знать, что в вашем списке, и я посмотрю, есть ли у меня какие-либо рекомендации Конечно. для вас. Мне нужно купить новую одежду на предстоящий сезон. Я ищу удобные, но стильные варианты. Звучит захватывающе. Рассматривали ли вы возможность посетить несколько комиссионных магазинов или магазинов секонд-хенда? В них часто есть уникальные и доступные предметы одежды. Отличная идея. Я не думала о комиссионных магазинах, но определенно готова найти там скрытые сокровища. Возможно, вы будете удивлены тем, что сможете найти. Благотворительные магазины – отличный способ добавить индивидуальности в свой гардероб без больших затрат. Мне нравится идея добавить в свой гардероб несколько уникальных вещей. Я обязательно дам шанс комиссионным магазинам. Какие-нибудь другие советы по покупкам? Еще один совет – следите за распродажами и скидками. Во многих магазинах проводятся сезонные распродажи или распродажи, что поможет вам сэкономить деньги. Это хорошие замечания. Прежде чем делать покупки, я обязательно проверю текущие распродажи или рекламные акции. Кроме того, не забудьте примерить вещи перед покупкой. Важно убедиться, что одежда хорошо сидит по фигуре и удобно. Совершенно верно. Примерка одежды очень важна для обеспечения хорошей посадки. Я не тороплюсь и позабочусь о том, чтобы выбранная мной одежда была подходящего размера. А если вы ищете определенные бренды или товары, вы также можете сделать покупки в интернете. Многие веб-сайты предлагают широкий выбор вариантов и доставляют товары прямо к вашему порогу. Покупки в интернете удобны, особенно если вы ищете что-то конкретное. Я учту это, если не смогу найти то, что мне нужно в обычных магазинах. Это хороший подход. Покупки в интернете открывают целый мир возможностей. Просто не забудьте прочитать отзывы и проверить информацию о размерах перед покупкой. Совершенно верно. Я проведу исследование и приму обоснованные решения. Спасибо за советы и рекомендации по покупкам. Я ценю это.
Урок 6. Выражение индивидуальности. Привет, Анна. Я думала о том, как мы можем выразить свою индивидуальность по-разному. Разве не удивительно, как мы можем продемонстрировать свою уникальность различными способами? Привет, Джон. Совершенно верно. Приятно видеть, что у каждого человека свой стиль, интересы и таланты. Это, безусловно, добавляет в жизнь азарта. Определенно. Всегда интересно исследовать разные способы самовыражения. Будь то мода, хобби или даже то, как мы украшаем наши жилые помещения. Совершенно верно. Мода – отличный способ продемонстрировать свою индивидуальность. Одежда, которую мы носим, может отражать нашу индивидуальность и подчеркивать, кто мы есть. Это правда. Я считаю, что мода – это вид искусства, и мы можем использовать его для выражения нашего творческого потенциала и личного вкуса. Это все равно, что носить свою индивидуальность на улице. Не могу не согласиться с этим. Наши увлечения и интересы также играют важную роль в выражении нашей индивидуальности. Например, если у нас есть страсть к фотографии, мы можем запечатлеть мир с помощью нашего уникального объектива. Совершенно верно. И давайте не будем забывать о том, как мы украшаем наши жилые помещения. Наш выбор цветов, мебели и произведений искусства может создать уникальную атмосферу, отражающую наш индивидуальный стиль. Отличное замечание. Наши жилые помещения – это продолжение нас самих, и они должны отражать наши вкусы и предпочтения. Это все равно, что создать свой маленький мир. Определенно. Другой способ выразить свою индивидуальность – это книги, которые мы читаем, и фильмы, которые смотрим. Этот выбор может дать представление о наших интересах и ценностях. Я согласен. Истории, в которые мы решили погрузиться, могут формировать наши взгляды и пробуждать наше воображение. Это как окно в наши души. Совершенно верно. И давайте не будем забывать о силе наших слов. То, как мы общаемся, язык, на котором мы говорим, и идеи, которые мы выражаем, все это способствует нашей индивидуальности. Вы правы. Наши слова способны вдохновлять, влиять и оказывать долгосрочное влияние. Они отражают наши уникальные мысли и опыт. В самом деле, удивительно, что у каждого есть своя история. Наш опыт, трудности и победы делают нас такими, какие мы есть, и делиться этими историями – еще один способ выразить свою индивидуальность. Совершенно верно. Наши истории – это часть нас самих, и, делясь ими, мы открываем новые возможности для общения и взаимопонимания. Это прекрасный способ подчеркнуть нашу индивидуальность. Это действительно так. Понимание своей индивидуальности не только приносит радость нашей собственной жизни, но и обогащает жизнь окружающих нас людей. Это подарок, которым мы можем поделиться со всем миром. Хорошо сказано. Наша индивидуальность – это то, что делает нас уникальными и особенными. Давайте продолжим исследовать и выражать себя различными способами, подчеркивая красоту собственной индивидуальности. Урок 7. Празднование особых событий. Привет, Анна. Я думала о том, как важно отмечать и отмечать особые события. Безусловно,
Давайте позаботимся о том, чтобы в этот особенный день они почувствовали, что их ценят и ценят. Привет, Джон. Не могу не согласиться с этим. Празднование особых событий позволяет нам выразить нашу любовь и признательность людям в нашей жизни. Это прекрасный способ заставить их почувствовать себя особенными. Определенно. Дни рождения, юбилеи и другие вехи дают нам возможность выразить нашу благодарность и создать незабываемые воспоминания. Важно, чтобы эти моменты имели значение. Совершенно верно. Один из способов отпраздновать это событие – сделать продуманные подарки. Дело не в материальной ценности, а в чувствах, лежащих в основе подарка. Это правда. Продуманный подарок показывает, что мы приложили много усилий и внимания к выбору чего-то значимого. Это способ выразить свою любовь и признательность. И давайте не будем забывать о силе слов. Отправка искренних посланий, написание продуманной открытки или даже посвящение стихотворения могут оказать значительное влияние. Вы правы. Слова способны тронуть сердце и передать наши самые глубокие эмоции. Это прекрасный способ показать людям, как много они для нас значат. Совершенно верно. Еще один способ отпраздновать это событие – хорошо провести время вместе. Запланировав особенную прогулку или организовав встречу, мы создадим незабываемые воспоминания. Это правда. Время – бесценный дар, и посвящение его кому-то в этот особенный день показывает, насколько мы ценим его присутствие в нашей жизни. Речь идет о создании незабываемых впечатлений. В самом деле, праздники также дают возможность насладиться вкусной едой и напитками. Будь то домашняя еда или ужин в любимом ресторане, это еще больше усиливает праздничную атмосферу. Совершенно верно. Еда способна объединить людей и создать радостную атмосферу. Это способ отпраздновать не только события, но и радости самой жизни. И давайте не будем забывать о важности сюрпризов. Запланировав что-то неожиданное, например, вечеринку-сюрприз или небольшой жест, вы сможете сделать это событие еще более незабываемым. Вы абсолютно правы. Сюрпризы добавляют празднику элемент азарта и предвкушения. Они свидетельствуют о том, что мы приложили все усилия, чтобы сделать чей-то день по-настоящему особенным. Определенно. Наконец, важно помнить, что празднования не ограничиваются большими событиями. Повседневные моменты и достижения также заслуживают признания и признательности. Отличное замечание. Празднование маленьких побед и вех в жизни напоминает нам о том, что нужно радоваться мелочам и ценить путешествия. Совершенно верно. Итак, давайте приложим сознательные усилия, чтобы отдать должное людям и моментам, которые приносят счастье в нашу жизнь. Каждый заслуживает того, чтобы его любили и ценили в свой особенный день. Не могу не согласиться с этим. Давайте позаботимся о том, чтобы организовать значимые праздники, которые оставят неизгладимое впечатление. Спасибо за содержательную беседу. Урок 8. Изучение динамичных городов. Привет, Анна. Я искал разные города для посещения и склоняюсь к Лондону. Кажется, это такой оживленный исторический город. Привет, Джон. Лондон – фантастический выбор. Это город, который предлагает уникальное сочетание истории, культуры и современности. Здесь так много интересного и интересного. Совершенно верно. Я слышал, что у Лондона богатая история,
Здесь есть такие знаковые достопримечательности, как Лондонский Тауэр и Букингемский дворец. Было бы невероятно увидеть их лично. Да, эти достопримечательности поистине великолепны. Но Лондон — это не только история. Это также центр искусства и культуры. Вы можете посетить музеи мирового уровня, такие как Британский музей или Тейт Модерн. Это правда. Арт-сцена Лондона знаменита, и мне бы очень хотелось погрузиться в яркую художественную атмосферу. Это город, который поощряет творчество и инновации. Определенно. И давайте не будем забывать о разнообразной кулинарной сцене Лондона. Здесь найдется что-то на любой вкус, от традиционных британских пабов до блюд интернациональной кухни. Мне не терпится попробовать знаменитую рыбу с жареным картофелем и посетить местные продуктовые рынки. Лондон славится своими кулинарными изысками, и мне не терпится побаловать себя вкусами этого города. Звучит очень вкусно. Еще одна замечательная особенность Лондона — его театральная сцена. В Вест-Энде ставят спектакли мирового уровня, и просмотр спектакля или мюзикла подарит вам незабываемые впечатления. Совершенно верно. Вест-Энд славится своими первоклассными спектаклями, и мне бы очень хотелось увидеть волшебство живого театра в такой культовой обстановке. Это место обязательно нужно посетить в Лондоне. И давайте не будем забывать о красивых парках и зеленых насаждениях. Гайд-парк и Кенсингтонский сад идеально подходят для неторопливой прогулки или пикника в солнечный день. Звучит замечательно. Прогулка по паркам станет отличным способом насладиться природой и отдохнуть от оживленной городской атмосферы. Лондон действительно предлагает широкий спектр впечатлений. Совершенно верно. Это город, где традиции встречаются с инновациями, и здесь всегда происходит что-то новое и интересное. В Лондоне всегда будет что посмотреть и чем заняться. Я с нетерпением жду возможности погрузиться в яркую энергию города и ощутить уникальное сочетание истории, культуры и современности. Кажется, что в Лондоне есть все. Безусловно, это так. Лондон обладает очарованием, которое очаровывает посетителей со всего мира. Уверен, вы прекрасно проведете время, исследуя город и создавая незабываемые воспоминания. Спасибо. Я ценю ваше понимание и энтузиазм в отношении Лондона. Мне не терпится отправиться в это приключение и открыть для себя чудеса этого города. Урок 9. Убедительные запросы. Привет, Анна. Я думала о том, как сделать убедительный запрос. Важно иметь доказательства, подтверждающие ваш запрос. Конечно, давайте убедимся, что у нас есть все необходимые инструменты для убедительных аргументов. Привет, Джон. Не могу не согласиться с этим. При подаче запроса наличие веских доказательств и подтверждающих аргументов может значительно повысить шансы на успех. Речь идет о представлении убедительных аргументов. Определенно. Один из способов поддержать ваш запрос – предоставить соответствующие данные и статистику. Цифры могут помочь проиллюстрировать важность или влияние того, о чем вы просите. Это правда. Данные могут повысить доверие и продемонстрировать необходимость вашего запроса. Важно найти надежные источники и представить информацию в ясной и сжатой форме. Совершенно верно. Другой способ поддержать ваш запрос – поделиться личным опытом или анекдотами. Истории из реальной жизни могут создать эмоциональную связь и подчеркнуть важность вашего запроса. Вы правы.
Личный опыт придает вашему запросу человеческий оттенок и может сделать его более релевантным. Это помогает другим глубже понять, почему ваш запрос важен. Отличное замечание. Кроме того, предоставление примеров или тематических исследований может быть убедительным. Это показывает, что ваш запрос был удовлетворен в аналогичных ситуациях или контекстах. Определенно. Примеры и тематические исследования демонстрируют осуществимость и потенциальные положительные результаты вашего запроса. Это вселяет в других уверенность в том, что они поддержат то, о чем вы просите. Совершенно верно. Еще один эффективный способ поддержать ваш запрос – поделиться отзывами или одобрениями. Если вы сможете заручиться поддержкой авторитетных людей или организаций, это повысит доверие к вашему делу. Это правда. Отзывы и одобрения служат социальным доказательством и показывают, что другие верят в ценность вашего запроса. Это эффективный способ заручиться поддержкой и повлиять на решение. Вы абсолютно правы. Кроме того, важно предвидеть и устранять любые потенциальные возражения или проблемы. Упреждающе отвечая на вопросы или предлагая решения, вы можете развеять сомнения и повысить шансы на положительный ответ. Определенно. Готовность ответить на возражения говорит о том, что вы продумали свой запрос и готовы найти решение. Это свидетельствует о вашей преданности делу и повышает вероятность положительного результата. Совершенно верно. Наконец, важно соблюдать уважительный и убедительный тон во всем запросе. Используйте понятный, лаконичный и вежливый язык. Речь идет о том, чтобы приводить убедительные аргументы и при этом учитывать точку зрения других. Отличное замечание. Уважительное общение и выбор правильных слов могут существенно повлиять на то, как ваш запрос будет принят. Это показывает, что вы цените мнение и опасения других. Спасибо. Я ценю ваше мнение о том, как делать убедительные запросы. При наличии достоверных доказательств и продуманного подхода мы можем повысить наши шансы на получение положительного ответа. Урок 10. Мастерство управления временем. Привет, Анна. Я подумываю о том, чтобы улучшить свои навыки управления временем. Очень важно максимально использовать наш день. Привет, Джон. Управление временем действительно очень важно. Это помогает нам оставаться организованными, работать более продуктивно и достигать поставленных целей. Какие стратегии вы рассматриваете? Я читал, что определение четких приоритетов и составление списка дел могут оказаться полезными. Зная, какие задачи наиболее важны, мы можем сосредоточиться на них и обеспечить их выполнение. Отличное начало. Приоритизация задач позволяет нам эффективно распределять время и энергию. Речь идет о том, чтобы отличать срочное от важного. Совершенно верно. Другая стратегия заключается в устранении отвлекающих факторов. Сведя к минимуму перерывы, такие как телефонные уведомления или социальные сети, мы можем сосредоточиться и выполнять задачи более эффективно. Вы правы. Отвлечения могут отнимать у нас значительную часть времени. Создание благоприятной рабочей среды и установление границ помогут нам не сбиться с намеченного пути. Это правда. Еще одна техника, с которой я столкнулась, это техника помодоро. Она включает в себя работу короткими сериями, обычно по 25 минут, с последующим коротким перерывом. Это помогает сохранять концентрацию внимания и продуктивность. Это отличная техника.
Разделение работы на управляемые части может повысить производительность и предотвратить эмоциональное выгорание. Речь идет о том, чтобы найти подходящий для нас ритм. Совершенно верно. Я также обнаружил, что делегирование задач, когда это возможно, может быть полезным. Перекладывая определенные обязанности на других, мы можем высвободить время для более важной или стратегической работы. Отличное замечание. Делегирование полномочий не только помогает распределить рабочую нагрузку, но и позволяет нам использовать сильные стороны и опыт других. Речь идет о том, чтобы работать умнее, а не усерднее. Определенно. Еще один аспект управления временем – планирование. Выделяя определенные промежутки времени для различных видов деятельности, мы можем обеспечить уделение важным задачам того внимания, которого они заслуживают. Вы абсолютно правы. Планирование помогает создать структуру и предотвращает неудачу задач. Это также помогает нам максимально эффективно использовать рабочее время. Совершенно верно. Кроме того, важно регулярно делать перерывы и заряжаться энергией. Кратковременный отказ от работы действительно может повысить нашу продуктивность и творческий потенциал, когда мы вернемся. Это правда. Перерывы – это не пустая трата времени, они необходимы для нашего благополучия и ясности ума. Важно найти правильный баланс между работой и отдыхом. Вы абсолютно правы. Еще один метод, который мне пригодился, это матрица Эйзенхауэра. Она включает в себя классификацию задач в зависимости от их срочности и важности, что помогает нам эффективно расставлять приоритеты. Это отличная техника. Матрица Эйзенхауэра помогает нам принимать обоснованные решения о том, как мы тратим время и энергию. Речь идет о том, чтобы действовать целенаправленно и стратегически. Определенно. Наконец, важно регулярно пересматривать и анализировать наши методы управления временем. Определив, что работает, а что нуждается в улучшении, мы сможем усовершенствовать наш подход и стать более эффективными. Вы абсолютно правы. Когда речь идет об управлении временем, ключевым фактором является постоянное совершенствование. Речь идет об адаптации и поиске стратегий, соответствующих нашим индивидуальным потребностям и предпочтениям. Спасибо. Я ценю ваше понимание тайм-менеджмента. Учитывая эти стратегии, я уверен, что смогу максимально использовать свой день и достичь поставленных целей. Урок 11. Основы путешествий. Привет, Анна. Я думала о нашей предстоящей поездке. Это удобно. Не забудьте взять с собой водительские права и кредитную карту. Привет, Джон. Безусловно, все необходимое для путешествий очень важно. Среди прочего, я обязательно возьму с собой водительские права и кредитную карту. Какие еще предметы вы считаете необходимыми? Что ж, действительный паспорт, безусловно, необходим для путешествий за границу. Важно проверить срок его действия и убедиться, что он действителен в течение всей поездки. Это правда. Действующий паспорт необходим для международных поездок. Я обязательно проверю срок его действия и при необходимости продлю его. Как насчет туристической страховки? Страхование путешествий – хорошая идея, особенно для дальних поездок или посещения незнакомых мест. Оно покрывает непредвиденные события, такие как неотложная медицинская помощь или отмена поездки. Вы правы. Страхование путешествий может обеспечить душевное спокойствие и финансовую защиту. Перед поездкой я рассмотрю возможность приобретения полиса страхования путешествий. Отлично. Еще один важный предмет, который нужно взять с собой – универсальный адаптер.
Это позволяет нам заряжать наши электронные устройства в разных странах от разных розеток. Это очень важно, особенно с учетом того, что в разных странах разные типы штекера. Я обязательно возьму с собой универсальный адаптер, чтобы наши устройства могли заряжаться. Определенно. Также неплохо иметь при себе копию нашего маршрута путешествия и важных документов, таких как бронирование отелей, авиабилеты и контактная информация. Это помогает нам оставаться организованными. Отличное замечание. Наличие печатной или цифровой копии нашего маршрута и важных документов может быть очень полезно, особенно если во время поездки у нас возникнут какие-либо проблемы. Совершенно верно. Еще один незаменимый предмет – надежная дорожная сумка или чемодан. Он должен быть прочным, надежным и способным с комфортом вместить все наши вещи. Вы правы. Хорошая дорожная сумка или чемодан необходимы для комфортного путешествия. Я обязательно выберу ту, которая соответствует нашим потребностям и в которой достаточно места. Это важно. Кроме того, не забудьте взять с собой все необходимые лекарства, туалетные принадлежности и предметы личной гигиены. Во время поездки их всегда лучше иметь под рукой. Определенно. Я составлю контрольный список всех лекарств и предметов личной гигиены, которые мне нужно взять с собой. Во время путешествия важно быть готовыми и иметь при себе все необходимое. Совершенно верно. Наконец, неплохо было бы изучить местные обычаи, традиции и специфические культурные нормы посещаемого нами места. Это помогает нам ориентироваться в местной культуре и уважать ее. Это правда. Знание местных обычаев и культурных норм поможет нам получить более насыщенные и уважительные впечатления от путешествий. Я обязательно заранее проведу небольшое исследование. Спасибо. Я ценю ваши знания об основах путешествий. Помня об этом, мы сможем сделать путешествие комфортным и приятным. Урок 12. Принятие разумных решений. Привет, Анна. Я рассматривал варианты предстоящего мероприятия. Важны варианты с удобным временем и разумным временем. Привет, Джон. Безусловно, очень важно принимать разумные решения. При выборе наилучшего варианта важно учитывать различные факторы. На какие конкретные аспекты вы обращаете внимание? Один из важных факторов – это местоположение. До него должно быть легко добраться и желательно рядом с общественным транспортом. Таким образом, здесь будет удобно всем присутствующим. Это правда. Ключевыми факторами являются легкая доступность и близость к общественному транспорту. Это позволяет участникам без особых проблем добраться до места проведения мероприятия. Определенно. Еще один фактор, который следует учитывать, это стоимость. Мы должны сравнить различные варианты и выбрать тот, который предлагает наилучшие соотношения цены и качества для нашего бюджета. Вы правы. Экономическая эффективность важна. Нам необходимо оценить услуги или преимущества, предоставляемые каждым из вариантов, и определить, соответствуют ли они нашему бюджету. Совершенно верно. Также важно учитывать репутацию и отзывы поставщиков или организаторов. Положительные отзывы и рекомендации могут вселить в нас уверенность в своем выборе. Отличное замечание. Проверка отзывов и отзывов может дать ценную информацию о качестве и надежности услуги или мероприятия. Это помогает нам принять взвешенное решение. Определенно. Кроме того,
Время играет решающую роль. Нам следует рассмотреть даты и график мероприятия, чтобы убедиться, что оно не противоречит другим обязательствам. Вы правы. Чтобы избежать совпадения графиков, важно учитывать наличие свободных мест и выполнять любые другие задания. Это позволяет нам полностью посвятить себя выбранному варианту и насладиться им. Это правда. Еще один аспект, который следует учитывать, это общее впечатление или ценность, которую мы получим от мероприятия или услуги. Нам следует оценить, соответствует ли оно нашим целям и ожиданиям. Совершенно верно. Важно оценить потенциальные преимущества и результаты. Предоставит ли мероприятие или услуга ценные знания, возможности для налаживания связей или личностного роста? Определенно. Также стоит рассмотреть любые дополнительные функции или преимущества, предлагаемые опциями. Иногда некоторые дополнения или бонусы могут улучшить общее впечатление. Отличное замечание. Бонусные функции или специальные предложения могут повысить ценность выбранного варианта. Нам следует оценить, соответствуют ли они нашим предпочтениям и улучшают ли они общий опыт. Совершенно верно. Наконец, мы должны доверять своей интуиции. Иногда, даже если все факторы кажутся благоприятными, интуиция подсказывает нам лучший выбор. Вы правы. Интуиция может играть важную роль в принятии решений. Мы должны прислушаться к своим инстинктам и выбрать тот вариант, который нам подходит. Спасибо. Я ценю ваше понимание того, как принимать разумные решения. Учитывая эти факторы, мы можем выбрать наиболее подходящий вариант для наших нужд. Урок 13. Включение питания. Учитывайте время автономной работы. Привет, Анна. Я изучаю смартфоны и не могу найти пару моделей. У них обеих отличные функции, но я не уверен, какую выбрать. Что вы думаете? Привет, Джон. Выбор смартфона может оказаться непростой задачей. Помимо функций, учитывали ли вы время автономной работы каждой модели? Это хорошие замечания. Мне нужен телефон, который может работать весь день без постоянной подзарядки. Совершенно верно. Время автономной работы имеет решающее значение для бесперебойной работы пользователя. Вы проверили характеристики обоих телефонов на предмет емкости аккумулятора. Да, я сравнил размеры батарей, но не знаю, как это влияет на реальное использование. Есть ли способ оценить производительность батареи? Один из способов оценить время автономной работы – проверить номинальный показатель миллиампер-час. Как правило, более высокий показатель миллиампер-час указывает на более длительный срок понятно. службы батареи. Таким образом, чем выше показатель миллиампер-час, тем дольше прослужит батарея. Это полезно знать. Что еще мне следует учитывать в отношении времени автономной работы? Помимо номинальной емкости миллиампер-час, на расход заряда батареи могут влиять такие факторы, как яркость экрана, использование приложений и подключение к сети. На них тоже стоит обратить внимание. В этом есть смысл. Я учту эти факторы при принятии решения. Есть ли что-то еще, на что мне следует обратить внимание? Еще один аспект, который следует учитывать, это функции энергосбережения телефона. Некоторые модели предлагают настройки оптимизации батареи или режимы низкого энергопотребления для продления срока службы Это отличное батареи. замечание. Функции энергосбережения могут значительно помочь в максимальном использовании батареи. Я тоже обязательно проверю это. Спасибо.
Добро пожаловать! Всегда важно учитывать все аспекты, прежде чем принимать решение. Время автономной работы – решающий фактор, обеспечивающий бесперебойную работу смартфона. Я полностью согласен. Телефон с отличными функциями, но с низким временем автономной работы может расстраивать. Я ценю ваш вклад, который помог мне принять взвешенное решение. Урок 14. Баланс между работой и личной жизнью. Привет, Анна. После работы я постараюсь потренироваться, а затем расслабиться. Как насчет тебя? Есть планы на вечер? Привет, Джон. Звучит как отличный план. Что касается меня, я подумываю почитать и, возможно, попробовать новый рецепт ужина. Звучит замечательно. Важно найти время для занятий, которые помогут нам расслабиться и восстановить силы после долгого рабочего дня. Как вам удается совмещать личную жизнь с профессиональными обязанностями? Найти баланс между работой и личной жизнью может быть непросто, но это важно для нашего общего благополучия. Я ставлю во главу угла заботу о себе и соответствующим образом планирую свое расписание. Устанавливая границы и эффективно распоряжаясь своим временем, я могу выделять выделенные места как для работы, так и для личных занятий. Это впечатляет. Установление границ и эффективное управление временем – ключевые стратегии поддержания здорового баланса между работой и личной жизнью. Это позволяет нам работать с максимальной отдачей, сохраняя при этом время для себя и своих близких. Совершенно верно. Очень важно избегать эмоционального выгорания и уделять время занятиям, которые приносят нам радость и расслабление. Включив эти занятия в свой распорядок дня, мы сможем зарядиться энергией и в долгосрочной перспективе стать более продуктивными. Не могу не согласиться с этим. Такие занятия, как тренировки, хобби или качественное времяпрепровождение с близкими, могут помочь нам снизить стресс и улучшить общее самочувствие. Важно уделять время тому, что для нас важно. Определенно. Осознанно уделяя время занятиям, которые приносят нам счастье и удовлетворение, мы можем улучшить баланс между работой и личной жизнью и в целом вести более удовлетворительную жизнь. Речь идет о том, чтобы найти то, что лучше всего подходит Вы для нас в абсолютно правы. отдельности. Понятие баланса между работой и личной жизнью у всех может быть разным, поэтому важно найти то, что лучше всего подходит лично нам. Речь идет о том, чтобы уделять приоритетное внимание благополучию и принимать осознанные решения, соответствующие нашим ценностям и целям. Точно. Баланс между работой и личной жизнью – это непрерывный процесс самосознания и адаптации. Это требует от нас периодической оценки наших приоритетов и внесения необходимых корректировок, чтобы обеспечить полноценную и сбалансированную жизнь. Хорошо сказано. Это путь к достижению гармонии между профессиональной и личной жизнью на протяжении всей жизни. Осознавая свой выбор и прилагая целенаправленные усилия, мы можем обеспечить устойчивый и полноценный баланс между работой и личной жизнью. Совершенно верно. Это путешествие, в которое мы должны отправиться и продолжать двигаться на протяжении всей нашей жизни. Ориентируясь на свои потребности и делая осознанный выбор, мы можем достичь чувства равновесия и в целом вести более полноценную жизнь. Спасибо, что поделились своими мыслями. Всегда полезно обмениваться идеями и перенимать опыт друг друга. Давайте и дальше будем уделять приоритетное внимание благополучию и стремиться к здоровому балансу между работой и личной жизнью. Урок 15. Советы по планированию путешествий. Привет, Анна. Я подумываю о том, чтобы спланировать свой следующий отпуск. Есть ли у вас какие-либо рекомендации о том, как найти выгодные предложения в интернете, или мне следует воспользоваться услугами турагента? Привет,
Джон. Планирование отпуска может быть увлекательным занятием. Когда дело доходит до поиска выгодных предложений, как онлайн-платформы, так и туристические агентства имеют свои преимущества. Это зависит от ваших предпочтений и уровня удобства, к В этом которому вы есть стремитесь. смысл. Я ценю удобство онлайн-платформ, но я также готов рассмотреть возможность найма турагента, который может предложить индивидуальную помощь. В чем преимущество использования услуг турагента? Использование турагента может быть полезным. У них есть доступ к эксклюзивным предложениям и скидкам, а их опыт поможет вам сориентироваться в различных вариантах. Они также могут предоставить рекомендации, основанные на ваших предпочтениях и бюджете. Звучит великолепно. Безусловно, приятно иметь опытного специалиста, который будет сопровождать меня в процессе планирования и обеспечивать лучшие предложения. С другой стороны, какие преимущества предлагают онлайн-платформы? Онлайн-платформы обеспечивают удобство и гибкость. Вы можете свободно изучать различные варианты в удобном для вас темпе и сравнивать цены. Кроме того, многие веб-сайты предоставляют отзывы и оценки клиентов, которые помогут вам принимать обоснованные решения. Понимаю. Возможность сравнивать цены и читать отзывы прямо на онлайн-платформах действительно выгодна. Это позволяет принимать более независимые решения. Можете ли вы поделиться советами по поиску выгодных предложений в интернете? Конечно. При поиске предложений в интернете важно гибко выбирать даты и направления поездки. Настройка уведомлений о ценах и просмотр в режиме инкогнито также помогут вам найти лучшие цены. Кроме того, бронирование заранее или в непиковое время позволяет значительно сэкономить. Это ценные советы. Гибкость в выборе дат и направлений поездки открывает больше возможностей, а использование ценовых оповещений и режима инкогнито поможет мне оставаться в курсе событий и избегать колебаний цен. Я буду иметь это в виду. Существуют ли какие-либо меры предосторожности при бронировании через интернет? Совершенно верно. Очень важно проверить надежность веб-сайта или платформы, прежде чем совершать какие-либо платежи. Ищите безопасные способы оплаты и внимательно прочитайте условия. Также рекомендуется приобрести туристическую страховку, чтобы защитить себя от непредвиденных обстоятельств. Спасибо за совет. Важными аспектами онлайн-бронирования являются проверка надежности веб-сайта, обеспечение безопасных способов оплаты и страхование путешествий. Я постараюсь быть внимательным в этих областях. Есть ли что-то еще, что мне следует рассмотреть? Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание, сравнить цены на нескольких платформах. Разные веб-сайты могут предлагать разные предложения, поэтому полезно изучить различные варианты, прежде чем принимать окончательное решение. Кроме того, не стесняйтесь обращаться в службу поддержки, если у вас есть какие-либо Отличное вопросы или замечание. проблемы. Сравнение цен на разных платформах позволяет мне принять обоснованное решение и, возможно, найти более выгодные предложения. Я потрачу время на изучение и сравнение, прежде чем делать окончательные заказы. Спасибо за все ваши идеи. Добро пожаловать! Я рада, что смогла помочь. Помните, что независимо от того, решите ли вы воспользоваться онлайн-платформами или услугами турагента, главное – планировать заранее, быть в курсе событий и принимать решения, соответствующие вашим предпочтениям и бюджету. Приятного Спасибо. вам планирования Я ценю отпуска. ваше руководство и поддержку. Я с нетерпением жду возможности начать планирование отпуска и найти лучшие предложения. Желаем вам незабываемого и хорошо спланированного отпуска. До нашей следующей беседы. Урок 16.
оказывая положительное влияние. Привет, Анна. Я размышлял о положительном влиянии, которое я оказал на компанию. Важно стремиться к постоянному совершенствованию, не так ли? Привет, Джон. Совершенно верно. Размышления о наших достижениях и позитивных изменениях, которые мы привнесли в компанию, могут мотивировать. Очень важно осознавать ценность нашего вклада и продолжать стремиться к росту. Не могу не согласиться с этим. Признание наших достижений укрепляет нашу уверенность в себе и побуждает ставить перед собой новые цели. Это отличная стратегия для личного и профессионального развития. Определенно. Празднование наших успехов и использование их в качестве основы для будущего роста – это эффективный подход. Это позволяет нам использовать свои сильные стороны и оказывать еще большее влияние. Отличная перспектива. Использование наших сильных сторон – ключевой компонент личностного и профессионального роста. Это позволяет нам постоянно развиваться и вносить позитивный вклад в успех компании. Совершенно верно. Сосредоточив внимание на своих сильных сторонах и используя их в своей работе, мы можем существенно изменить ситуацию к лучшему. Речь идет о максимальном раскрытии нашего потенциала и поиске Я путей полностью повышения согласен. ценности. Крайне важно максимально использовать наш потенциал и повышать ценность нашей работы. Это позволяет нам оказывать положительное влияние и способствовать общему успеху компании. Определенно. Вклад каждого человека играет важную роль в успехе компании. Когда мы стремимся к совершенству и делаем все возможное, это приносит коллективный положительный эффект. Вы абсолютно правы. Когда все сотрудники компании стремятся к совершенству и нацелены на то, чтобы оказывать положительное влияние, это создает культуру успеха и способствует развитию организации. Точно. Культура, в которой ценится постоянное совершенствование и признается положительное влияние сотрудников, способствует инновациям и росту. Компаниям важно поддерживать такую среду. Не могу не согласиться с этим. Развитие культуры постоянного совершенствования и признание положительного влияния сотрудников – это взаимовыгодная ситуация. Это выгодно как компании, так и ее заинтересованным лицам. Совершенно верно. Это симбиотические отношения, в которых компания процветает благодаря вкладу своих сотрудников, а сотрудники растут и развиваются в атмосфере поддержки и благодарности. Хорошо сказано. Когда и компания, и ее сотрудники извлекают выгоду из успеха друг друга, это создает положительный цикл роста и достижений. Это свидетельствует о том, как важно оказывать положительное влияние. В самом деле, положительное влияние приносит компании не только пользу, но и приносит пользу лично. Это позволяет нам произвести неизгладимое впечатление и внести весомый вклад в наш профессиональный путь. Спасибо, что поделились своими мыслями. Размышлять о том позитивном влиянии, которое мы оказываем, и стремиться к постоянному совершенствованию – это ценное мышление, которое нужно развивать. Мы хотим внести еще больший вклад в будущее. До нашей следующей беседы. Урок 17. Варианты оплаты. Привет, Анна. Я собирался попробовать новый ресторан. Вы знаете, принимают ли они кредитные карты или только наличные? Привет, Джон. Отличный вопрос. Всегда полезно проверить принятые способы оплаты перед посещением нового места. Позвольте мне выяснить это для вас. Спасибо. Я ценю вашу помощь.
Важно заранее знать, нужно ли мне иметь при себе наличные или я могу удобно использовать свою кредитную карту. Добро пожаловать! Я только что проверил, и они принимают как кредитные карты, так и наличные. Таким образом, у вас есть возможность выбрать предпочтительный способ оплаты. Это отличная новость. Возможность использовать кредитные карты или наличные дает мне больше удобства и гибкости. Всегда приятно иметь выбор. Совершенно верно. Наличие нескольких способов оплаты обеспечивает более плавную и удобную транзакцию. Для компаний рекомендуется учитывать разные предпочтения. Я согласен. Принимая как кредитные карты, так и наличные, ресторан обслуживает более широкий круг клиентов и делает их питание более комфортным. Определенно. Принимать кредитные карты особенно выгодно клиентам, которые предпочитают не носить с собой наличные или имеют на руках ограниченную сумму. Это безопасный и удобный способ оплаты. Это правда. Кредитные карты обеспечивают дополнительную безопасность и удобство. Кроме того, они позволяют клиентам отслеживать свои расходы и получать вознаграждение или кэшбэк за свои покупки. Совершенно верно. Кредитные карты могут предоставлять дополнительные преимущества, такие как программы вознаграждений и защита покупок. Важно использовать их ответственно и вовремя погашать остаток. Я полностью согласен. Ответственное использование кредитных карт– ключ к максимизации выгод и предотвращению ненужных долгов. Важно следить за платежами и разумно управлять расходами. Важное значение имеет мудрое финансовое управление. Всегда полезно составлять бюджет и планировать расходы, независимо от выбранного способа оплаты. Внимательное отношение к расходам помогает поддерживать финансовую стабильность. Отличный совет. Бюджетирование и планирование имеют решающее значение для поддержания финансовой стабильности и принятия обоснованных решений. Это ценный навык, который нужно развивать и применять на практике. Совершенно верно. Развитие хороших финансовых привычек и принятие обоснованных решений о способах оплаты способствуют общему финансовому благополучию. Это важный аспект личных финансов. Не могу не согласиться с этим. Внимательное отношение к своим финансовым решениям и понимание различных доступных нам способов оплаты позволяет нам принимать взвешенные решения и эффективно управлять финансами. Хорошо сказано. Принятие обоснованных решений о способах оплаты является частью нашей финансовой ответственности. Это обеспечивает бесперебойную и удобную работу, а также позволяет нам не забывать о наших финансовых целях. Спасибо за ваши идеи. Ваша информация о способах оплаты в ресторане и важности финансовой ответственности очень ценна. Я учту это при планировании визита. До нашего следующего разговора. Урок 18. Местные впечатления. Привет, Анна. У тебя когда-нибудь были незабываемые впечатления во время путешествий? Вы пробовали какие-нибудь местные деликатесы, которые произвели неизгладимое впечатление? Привет, Джон. Совершенно верно. Путешествия предоставляют невероятные возможности получить уникальные и незабываемые впечатления. Попробуйте местные деликатесы – один из лучших способов погрузиться в культуру и создать незабываемые воспоминания. Это очень интересно. Я считаю, что попробовать местную кухню– неотъемлемая часть знакомства с новым местом. Это позволяет нам приобщиться к местной культуре и насладиться аутентичными вкусами.
Определенно. Еда – это универсальный язык, который объединяет людей. Дегустация местных блюд не только удовлетворяет наши вкусовые рецепторы, но и открывает двери для понимания традиций и обычаев того или иного места. Не могу не согласиться с этим. Это идеальный способ познакомиться с кулинарным наследием страны. Местные ингредиенты и методы приготовления часто создают уникальные и восхитительные вкусы. Совершенно верно. В каждом регионе есть свои кулинарные сокровища, и их знакомство с ними открывает новые горизонты в наших путешествиях. Это все равно, что отправиться в увлекательное приключение. Звучит захватывающе. Есть ли у вас особые местные деликатесы, которые вы попробовали и полюбили? Мне интересно узнать о ваших кулинарных приключениях. Конечно. Во время поездки в Таиланд у меня была возможность попробовать настоящий пад-тай, популярное местное блюдо. Сочетание вкусов, от остроты тамаринда до свежести трав, было просто невероятным. Звучит потрясающе. Пад-тай – классическое тайское блюдо, известное своими яркими ароматами. Удивительно, как одно блюдо может передать суть кулинарных традиций страны. Совершенно верно. Это как кулинарный посол, олицетворяющий разнообразие и богатство культуры. Попробовав его, я оценил мастерство и артистизм, необходимые для создания таких вкусов. Это замечательно. Изучение местной кухни не только знакомит нас с новыми вкусовыми ощущениями, но и знакомит нас с историей и наследием этого места. Это праздник для чувств и ума. Определенно. Еда тесно связана с самобытностью и историей того или иного места. Знакомясь с местными деликатесами, мы глубже понимаем местные традиции и людей, создающих эти блюда. Я полностью согласен. Это все равно, что отправиться в путешествие по вкусам и историям того или иного места. Каждый кусочек несет в себе частичку культуры и оставляет неизгладимое впечатление. Точно. Вот почему я всегда стараюсь пробовать местные деликатесы, где бы я ни находился. Это возможность создать незабываемые воспоминания и проникнуться душой и сердцем этого места. Спасибо, что поделились своим опытом. Ваши рассказы о том, как вы попробовали местные деликатесы, вдохновили меня на изучение кулинарных шедевров тех мест, где я бываю. Мне не терпится отправиться в свои собственные яркие приключения. До нашей следующей беседы. Урок 19. Здоровое питание. Привет, Анна. Ты тоже следишь за своей диетой? В последнее время я стараюсь принимать более здоровые решения. Привет, Джон. Совершенно верно. Забота о своем здоровье очень важна, и один из способов сделать это – внимательно следить за тем, что мы едим. Я также стараюсь питаться более здоровой пищей и сокращать потребление обработанных пищевых Приятно это продуктов. слышать. Обработанные продукты могут быть удобны, но в них часто не хватает питательных веществ, в которых нуждается наш организм. Для сбалансированного питания важно сосредоточиться на цельных, необработанных продуктах. Определенно. Цельные продукты содержат необходимые витамины, минералы и клетчатку, в то время как обработанные продукты обычно содержат большое количество добавленного сахара, вредных жиров и искусственных ингредиентов. Важно отдавать предпочтение продуктам, богатым питательными веществами. Не могу не согласиться с этим. Выбирая продукты, богатые питательными веществами, мы питаем свое тело и поддерживаем общее самочувствие. Все дело в осознанном выборе здорового образа жизни.
Совершенно верно. Речь идет не об ограничительных диетах или лишениях, а о том, чтобы найти сбалансированный подход, который подойдет именно нам. Речь идет о том, чтобы питать организм и при этом наслаждаться любимой едой. Отличная перспектива. Все дело в том, чтобы найти экологичный и приятный способ здорового питания. Речь идет о том, чтобы со временем вносить небольшие изменения, которые могут оказать большое влияние на наше здоровье. Точно. Небольшие изменения могут значительно улучшить наше общее состояние здоровья. Речь идет о постепенных корректировках и формировании устойчивых здоровых привычек. Я полностью согласен. Формирование здоровых привычек требует времени и последовательности. Важно набраться терпения и сосредоточиться на прогрессе, а не на совершенстве. Совершенно верно. Прогресс – это самое главное. Каждый наш шаг на пути к более здоровому питанию – это шаг к лучшей и более яркой жизни. Это вдохновляет. Выбор более здоровой пищи не только приносит пользу нашему физическому здоровью, но и положительно влияет на наше психическое и эмоциональное благополучие. Это комплексный подход к уходу за собой. Определенно. Выбор продуктов питания влияет на все аспекты нашей жизни. Когда мы снабжаем организм питательной пищей, мы чувствуем себя более энергичными, сосредоточенными и готовыми к новому дню. Не могу не согласиться с этим. Удивительно, как еда влияет на наше общее самочувствие. Это напоминание о том, что то, что мы едим, важно и оказывает глубокое влияние на наше здоровье. Урок 20. Аренда автомобилей. Привет, Анна. Мне нужно поехать на следующей неделе. Звучит разумно. Могу ли я зарезервировать автомобиль для поездки? Привет, Джон. Совершенно верно. Аренда автомобиля может быть удобным и гибким вариантом для ваших путешествий. Я могу помочь вам в этом. Куда вы поедете? Я поеду в Лос-Анджелес. У меня несколько встреч, и я хотел бы осмотреть город в свободное время. Наличие машины дало бы мне возможность легко передвигаться. Отличная идея. Наличие автомобиля, безусловно, облегчит вам передвижение и изучение разных частей города. Позвольте мне проверить наличие мест и варианты для вас. Спасибо. Я ценю вашу помощь. Я ищу компактный или среднеразмерный автомобиль с экономичным расходом топлива. Есть ли у вас какие-либо рекомендации? Конечно. Я, безусловно, могу помочь вам найти машину, соответствующую вашим предпочтениям. Эффективность использования топлива является хорошим фактором, особенно при длительных поездках. Позвольте мне проверить доступные Это было бы варианты для здорово. вас. Мне также нужна машина примерно на неделю. Можете ли вы сообщить мне стоимость аренды и любые дополнительные сборы, о которых мне следует знать? Конечно. Я предоставлю вам всю необходимую информацию. Важно знать о любых дополнительных расходах, таких как страховое покрытие или ограничение пробега. Я обязательно предоставлю вам исчерпывающее ценовое предложение. Спасибо. Я ценю ваше внимание к деталям. Кроме того, знаете ли вы, есть ли какие-либо конкретные требования или документы, которые мне нужно предъявить при получении автомобиля? Совершенно верно. Как правило, вам понадобятся действительные водительские права, кредитная карта для залога за аренду и подтверждение страховки. Всегда полезно уточнить конкретные требования в прокатной компании, поскольку они могут отличаться. Это приятно знать. Я позабочусь о том, чтобы все необходимые документы были готовы.
Как только я получу от вас подробную информацию и цены, я завершу бронирование. Похоже на план. Я соберу всю информацию и отправлю ее вам по электронной почте. Если у вас есть дополнительные вопросы или вам нужна помощь, не стесняйтесь обращаться ко мне. Спасибо вам большое. Мы очень ценим вашу помощь. Я чувствую себя более уверенно, зная, что вы поддержите меня в организации аренды автомобиля для моей поездки. Урок 21. Советы и рекомендации путешественникам. Привет, Анна. Я только что прочитал хитрый совет по путешествиям, который я с нетерпением жду возможности попробовать в своей следующей поездке. Есть ли у вас другие советы по Привет, путешествиям? Джон. Мне бы очень хотелось услышать хитрый совет, который вы нашли. И да, у меня в рукаве есть еще несколько советов по путешествиям. Давайте обменяемся Итак, советами. в найденном мной совете рекомендуется складывать одежду, а не складывать ее, чтобы сэкономить место в чемодане. Кажется, это практичная идея. Отличный совет. Одежда на колесиках не только экономит место, но и помогает минимизировать морщины. Я тоже всегда использую эту технику. Приятно знать, что это проверенный метод. Что еще вы можете посоветовать, как сделать путешествие более удобным? Один из моих главных советов – возьмите с собой небольшой набор туалетных принадлежностей для путешествий с такими предметами первой необходимости, как шампунь, зубная паста и увлажняющий крем. Это экономит место и Это гарантирует, умная идея. что у вас есть Это все, намного что вам удобнее, нужно. чем носить с собой полноразмерные бутылки. Я обязательно включу в свой упаковочный лист набор для путешествий. Еще один совет – иметь при себе ксерокопию важных документов, таких как паспорт и туристическая страховка. Храните их отдельно от оригиналов на случай потери или кражи. Это ценная мера предосторожности. Я позабочусь о том, чтобы копии были надежно сохранены в моем багаже. Всегда лучше быть готовым к непредвиденным ситуациям. Совершенно верно. Подготовка поможет вам избавиться от стресса и нервов. И не забудьте взять с собой универсальный адаптер для ваших электронных устройств. Хорошие замечания. В разных странах разные типы розеток питания, поэтому универсальный адаптер позволит заряжать устройство где угодно. Именно так. Это небольшой предмет, который поможет вам оставаться на связи и заряжаться во время путешествий. Я ценю все эти советы путешественникам. Они практичны и, несомненно, сделают мои поездки более приятными и беззаботными. Добро пожаловать! Я рад, что вы считаете их полезными. Путешествие должно быть увлекательным приключением, и эти советы помогут вам получить больше впечатлений. Это правда. Я с нетерпением жду возможности воспользоваться этими советами и с легкостью исследовать новые места. Еще раз спасибо. Нет проблем. Прекрасно проведите время в следующей поездке. Безопасных путешествий и наслаждайтесь каждым моментом. Я так и сделаю. Спасибо. Я обязательно поделюсь своими впечатлениями, когда вернусь. А пока берегите себя.